Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад, обзор на 1000. Продолжаю свою рубрику «Аквариумистика». И сегодня я вам покажу, вкратце расскажу про такой китайский аквариум. Производитель Джеба, модель R375. Он идет полностью укомплектованный с фильтрацией, с крышкой, с освещением. Лобовое стекло у него идет гнутое, то есть передних швов вот этих нету. Слегка как бы выпуклая, вот такая вот маленечко, искажения никакого нету. Единственное искажение есть немножко вот в этих местах, где вот само стекло сгибается, но оно незначительное. Здесь уже идут сзади швы, они закрыты пластиком. Стоит он уже на пластиковом поддоне, ничего под аквариум подкладывать не нужно. Так, по кормлению, по крышке, значит, крышечка у нас открывается вот здесь для кормления рыбок. Так, давайте по размерам еще. Так, вот паспорт, сейчас я вам скажу его размеры. Так, значит, модель R375. Значит, длина у нас идет 75 сантиметров. Тут ширина 42 сантиметра, высота 55 сантиметров и высота самой крышки 9,5 сантиметров. Лампочки 2 по 20 ватт. Сантиметр 9,5 сантиметров, это имеется в виду вот это, то есть сам аквариум высота 55, это вот отсюда до отсюда, а вот крышка 9,5 сантиметров. Лампочки 2 по 20. Стоит насос производительностью, сейчас я вам его покажу, 450 литров в час он через себя перекачивает. Так, цвета у них бывают серебряные, белые, темно-серый, светлый дуб, красное дерево. Вот у нас вот это красное дерево, как я понимаю. Так, ну вот, в общем, по размерам все понятно. Значит, по освещению. Вот два тумблера. Лампочки включаются, либо можно две сразу включить, либо по одной дальнюю, либо давайте включим сразу две. Вот такой холодного спектра лампочки в комплекте стоят. Так, это мы кормим рыбу. Когда чистим аквариум, всю эту крышечку приподнимаем. Вот, собственно, две лампочки. Так, лампочки, да, вот они стоят у нас по 20 ватт. Фирменные Джебо. Здесь у нас стартера. Здесь у нас идет менять предохранитель. Замена лампочек, стартеров и предохранитель достаточно легко. То есть здесь идет вот такой вот держатель. Они открываются. Здесь их раз, два, так, 3, 6 штучек. Так, давайте выключу, что-то у меня глаза слепят. То есть пластиковая вот эта коробочка вынимается, все достаточно легко меняется. Эта пластиковая коробочка помогает, чтобы сюда влага не попадала, потому что здесь у нас нигде герметичности никакой нет. Видите, где контакты идут. Герметичность у нас создает вот эта вот пластиковая штучка, можно так сказать. Так, теперь сама помпа. Вот она, наша сама помпа стоит. И на удивление, в паспорте написано R375, также, смотрите, модель. В паспорте написано, что 480, по-моему, литров в час перекачивает, а на самой помпе написано 1000 литров, что он перекачивает через себя. Не знаю, честно говоря, чему верить, паспорту либо этой помпе. Мне кажется, почему-то помпе, мне кажется, больше верить, потому что помпа действительно какая-то побольше. Вот раньше приходили у нас аквариумы, вот так помпы были сами по себе помельче. В общем, крепление вот таким вот образом крепится. Заборник воды идет вот здесь, вот внизу, такой микрофон. Вода забирается, закачивается наверх и в крышку. Сейчас я вам покажу, куда ее закачиваются. Так, закрою. Закачивается она вот сюда вот. Вот сюда вот она закачается. Здесь вот такая трубка с отверстиями, флейта называется. И здесь у нас фильтрующие элементы. Вот такой вот синтепон мелкопористый. Получается, водичка здесь все равномерно по всем этим двум отсекам падает. Вся грязь остается в этой губке в синтепоне. Уже отфильтрованная вода выходит на выходе вот здесь. Здесь отверстие. Здесь на выходе. Под низом здесь еще должна быть, можно
установить керамику, чтобы этот фильтр был уже как биофильтр, работал, керамические шары, пластиковые. Вообще в комплекте они раньше шли, но почему-то вот в этом аквариуме здесь нету. Именно в этой 375 модели. В остальных во всех есть, но вот в этой модели нету. Пластик, ну, в принципе, шовчики я бы не сказал, что прям такие ужасные. Вполне нормальные швы сделаны. Здесь отверстия для вентиляции оборудования. То есть здесь оборудование, ну, стартера, там вот эта вся вещь. Ну вот, ребят, вкратце рассказал. Вполне такой неплохой аквариум из китайских, на мой взгляд. Такого вот внешнего вида. Так, ну вроде вкратце я вам все про него так, основную идею рассказал. А, нет, еще забыл про подачу кислорода. Он также подает кислород каким образом? Вот сюда вот надевается шланчик. Видите, вот на эту петельку. Отсюда идет тоже течение воды. Так, сейчас. Вот сюда вот надевается шланг. И он, конец этого шланга наружу. Получается, идет захват воздуха, отсюда идет небольшое течение воды и подача кислорода. Ну вот, ребят, теперь вкратце я вам точно уже рассказал про данный аквариум. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До новых видео, до новых встреч, ребят. Всем пока-пока.